Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И мы прилетели в Мексику, город Морелия. Чтобы отпраздновать масштабнейший День мертвых. У нас Днем мертвых называют день после Нового года, 1 января. А здесь это любимый праздник всех мексиканцев. Я предлагаю достать скелет из шкафа. Легко. Орел? Решка. Опа! Так, кто-то будет праздновать День мертвых, а кто-то День бедных. Будете собираться, бутылочки собирать, всхлипывать, пересчитывать монетки. Я пошел. Красиво тебе умереть, Аниго. Убиваешь меня своими танцами, своим юмором. Каждый год в начале ноября на улицы мексиканских городов выходят скелеты. А по кладбищам гуляют мертвецы. Нет, это не зомби-апокалипсис. Это самый яркий праздник Мексики. День мертвых. В этот день души умерших приходят в гости к своим живым родственникам. Чтобы мертвым было не скучно, каждый мексиканец обязан веселиться. Петь, танцевать, праздновать жизнь и смерть. Такое чудо света нам подходит. Добраться в центр города есть только 3 способа. Первый – такси. Домчу до центра с ветерком за 365 песо. Как всегда, такси слишком дорогое, мне не подходит. Или маршрутка. До центра всего 155 песо. Отправляемся через час. Ждем рейс из Испании. Ну нет, времени я терять не хочу ни минутки. Hello, are you going? Извините, а вы в город? Я еду в Морелию. Подвезите меня. Я завтра еду в Морелию. Сегодня нет. No, Морелия? Извините. Sorry. Ладно, не отчаиваемся. Строим коммуникации. Тут никого, может просто спрятаться в багажнике. О, Господи. Ну не выбросят же они меня из машины. Красивую потерявшуюся девочку. Ну, привет. Сюрприз. Hello. Меня зовут Алина. I'm really sorry. Извини, что я тут у тебя сижу, но мне очень нужно в город Морелию. Там Морелия. Нет, я туда не еду. Нет? Почему? Мне не по пути. Может, я заплачу тебе 100 песо? Песос. Нет. А все потому, что не моя, как бы, возрастная аудитория. Здравствуйте. Это твой папа? Да? Папа? Вы можете меня подвезти до Морелии? Без проблем. О май гад, see? Окей. Возьмите деньги. Окей? Понимаете, как просто было договориться со взрослым мужчиной? Получилось! Раз уж у нас сегодня праздник, то и машина должна быть праздничной. Не машина, а длинная конфета. Ты смотри, из цвета угадали. Как раз под цвет глаз. О, вот это я понимаю. Розовый лимузин для настоящих мужиков. А где тут двери? Мужественный прыжок в розовый кабриолет. Оп! Ай, хорошо. Мне кажется, такую машину заказывают себе местные наркобароны для своих детей. Ну, там, на день рождения или выпускной. Сиденье.
Пахнут предыдущими владельцами и разлитым шампанским. Понятно, почему тут сидят мухи. Допивают. Стойте, это же мексиканское авто. А значит, тут под ковриком? Нет. Жаль. Может быть, в бампере. Ну и главное, под розовый лимузин, естественно, какое вино? Розе. Логично? Логично. Оп! Для такого праздника и водитель должен быть особенный. Capito. Vamos, amigo. Чтобы дожить до Дня мертвых, я все-таки это сниму. Оп! Так-то лучше. Одно лицо. Зайцев, розовый лимузин, серьезно! Смотри, у тебя тоже Серьезно? кабриолет, но только для бедных. Одна голова хорошо, а две лучше. Чувствую, что со своей премиальной картой MasterCard уже накопил прилично баллов. Пора менять их на что-то в программе вознаграждений. Ого, какой здесь выбор. Мы начали наше путешествие не со столицы, а с маленького городка Морелия. Считается, что это лучшее место, чтобы увидеть настоящий День мертвых, как его празднуют местные. Снимаю шляпу. Привет, Морелия! Ну вот я и в старом городе, историческом центре Морелии. Старый город, молодой я, все в балансе. Морелия – это тихий старинный городок в 200 километрах к западу от столицы – Мехико. Попасть в него – это все равно, что сесть в машину времени и перенестись в прошлое. Время в Морелии будто остановилось 500 лет назад, когда испанские конкистадоры заложили здесь первый камень. Розовый город. Так прозвали Морелию за соборы и усадьбы из розового песчаника. Gracias! Gracias! Обычно жизнь Морелии течет тихо и спокойно, но только не в День мертвых. В День мертвых все танцуют, поют, и все вокруг горит огнем от оранжевых бархатцев. Ими украшают парки, жилые дома и рестораны. И так все благоухает. Вот я иду, и прям у меня ароматерапия. Чернобрывцы в Мексике – символ Дня мертвых. Местные серьезно верят, что их цвет и запах приманивает души покойников в мир живых. Бархатцы – услада не только для глаз, но и для желудка. В дорогом ресторане «Нурите» из них делают настоящий цветочный десерт. А у меня в десерте, простите, симпасучель. Ну, по-нашему, бархатцы, цветы смерти. Когда у нас идешь мимо клумбы с бархатцами, даже не догадываешься, что их родина – Мексика. И что сотни лет назад их сухими лепестками ацтеки осыпали лица пленников, которых собирались сжечь для жертвоприношений. Индейцы верили, что эти магические цветы облегчат им страдания. Ну да. Цветы, кстати, абсолютно безвкусные. Надо проверить, не обманули ли меня. Те же ли это самые цветы? Да, те же самые. Зачем переплачивать? Не ешьте цветы из меню, ешьте цветы со стола. Мексиканская кухня – это вкусно. А это удобно.
Muchas gracias, Дон Хуан. Привет, красавчик. В Морелии на каждом шагу тебя подстерегают скелеты и черепа. Скелеты на картинах и на алтарях. Люди с лицами, разукрашенными под черепа. И целые статуи скелетов на улице. Традиция ставить на праздник скелеты пришла от индейцев ацтеков и майя. Только те хранили в домах настоящие черепа своих родственников и поклонялись им. Прообраз Дня мертвых – индейский праздник богини смерти. Во время него майя совершали жертвоприношения. Живьем доставали у пленников их еще бьющиеся сердца. Испанские завоеватели пытались искоренить эти дикие традиции. Но максимум, что получилось сделать, это приурочить торжество смерти к церковным праздникам – Дню всех святых и Дню усопших душ. Даже через сотни лет здесь главный герой праздника не Иисус, а женский скелет Катрина. Вот такую красотку Катрину придумал и нарисовал мексиканский художник 100 лет назад. Она неспроста в таком богемном платье, в шляпе, с макияжем. Все дело в том, что она как бы говорила всем богатым дамам о том, что все их финтифлюшки, эти наряды никому не нужны, потому что после смерти эти вещи бессмысленны, и никому они не достанутся. И по сей день Катрина является настоящим символом Дня мертвых. Вы только посмотрите по сторонам. Главные события Дня мертвых – это парады мертвецов, концерты, гуляния, молитвы и встречи с умершими родственниками на кладбище. Все они происходят после заката, так что у меня есть время найти себе роскошное жилье. Я выбрал одну из самых дорогих гостиниц Морелии – Вилла Монтанья. Я в отель, ты за главного. Во, День мертвых в Морелии везде. Алтари даже в гостиницах. Какой красивый. Абсолютно в любом доме, университете, на входе в каждое кафе во время праздника вы встретите алтарь. Дело в том, что алтарь – это такой портал в наш мир для душ мертвых. Неспроста здесь стоят вот эти вот сахарные черепушки. Именно этим сахарком приманивают души усопших. На лбу у каждого черепа написано, кому именно из мертвецов он предназначен. Это для Джесси, это для Лауры, а эти для Марка и Сола. Также ставят алкоголь, различные сладости, фрукты, возможно, какие-то детали, которые они очень любили, чем-то занимались. Этот полицейский при жизни, видимо, очень уважал текилу. А вот этот сеньор был писателем. Ему поставили печатную машинку и любимый сорт пива. В общем, оставляют все, что может обрадовать усопшего, который придет в гости в эти праздники. Странное дело, по всему городу тысячи алтарей, и с каждого на тебя смотрят покойники. При этом никто не грустит. Наоборот, все веселятся. Hola. Hi. Hi. I want a presidential suite because I'm president, with a king-size bed because I'm a king, and with a beautiful view because I have eyes. Yes, of course. Ого. Мать моя колонизаторша, да это номер музея. Моему отелю всего 60 лет, но выглядит он как старинная хасиенда богатого конкистадора. Видите, швейцаром тут выступает статуя Иоанна Крестителя. Видимо, тоже до меня тут жил. Обалдеть. У них на стене висит дверь, и, судя по всему, дверь какого-то древнего храма или церкви. Надеюсь, вы сейчас едите что-нибудь вкусненькое, я смогу разнообразить ваш ужин или обед. Потому что в руках у этого святого кончик его языка.
Он, видимо, дал обет молчания и в подтверждение отрезал себе кончик языка. Конечно, конкистадорам где-то нужно спать. Ого, прям очень и очень просторная спальня. И, конечно же, тут есть терраса, которая напоминает испанские дворики патио. Красота! Тема истории в моем номере прослеживается от начала и до конца. Из номера с историей, с его террасы, открывается вид на исторический центр Морелии. Красиво. В День мертвых все стараются отпроситься с работы пораньше. Но есть места, где люди вкалывают с утра до ночи. Это городские пекарни. Ой, какой же запах. Вот, наверное, это мой рай. Дело в том, что в этот праздник на каждом алтаре должен лежать «Pan de Muertos» – хлеб мертвых. Считается, что именно на запах этого сладкого хлеба мертвые должны прийти в мир живых. Во время праздника готовят пару десятков видов хлеба мертвых. Pan de queso, belladora, rollo, косичка треса. У каждого свое значение, и самому в этом не разобраться. Здравствуйте! Здравствуйте. Тут так интересно. Расскажите, что вы делаете? Мы делаем заготовки для нашего традиционного хлеба мертвых. Он будет в форме человеческой фигурки. Такой сладкий хлеб заказывают родственники покойников. Фигурка символизирует человека, который умер. В Морелии принято изображать на хлебе даже особенности человека и то, как он покинул этот мир. Например, эта женщина умерла в преклонном возрасте. Она замерзла, поэтому на ней традиционная шаль индейцев Пурепича. Чтобы ей не было грустно, в саду ее встречает любимый пес. Эта женщина умерла молодой. Она светлокожая, как и ты, только с белыми волосами. Чтобы задобрить ее, мы слепили ей яичный хлеб – пануэва. А это пожилой сеньор. При жизни он сеял кукурузу, а еще ухаживал за поросятами. Настоящие портреты. Готовить такой хлеб очень сложно. Работа кропотливая и дорогая. Поэтому те, кто не хочет заморачиваться, покупают или пекут хлеб мертвых попроще. Да. Это традиционный хлеб мертвых? Да, это традиционный. Это как бы часть фигурки. Вот эти кусочки теста – это кости, но в то же время слезы, которыми ты оплакиваешь смерть близкого. Необычно. Хорошо. И получается, вот это съедается семьей, а вот это к алтарю, эта фигурка не съедается? Или ее тоже едят? Конечно, едят. Это как причастие в церкви, как тело Христово. Только это тело, например, твоей мамы. Ее голова, ее одежда, ее руки. Сеньорита, а могу я тоже что-то с вами полепить? Мне так хочется что-то сделать. Вот. Идем, я научу тебя делать хлеб в виде фигурки. Сначала раскатываем тесто. Окей. Лёстка. Потом распластываем его по доске. Делаем голову и руки. Это маленькая фигурка, я поняла. Делаем косточки маленькие на платье. Ротик, улыбка. Я поняла. У меня из усопших родственников прабабушка Юля. Что будем в честь моей прабабушки. А теперь в печь. Моя бабуся! Прабабушка! Тепленькая? Сначала в конвертик. Все. Спасибо. Это очень интересно и красиво. Ну все, я пойду. В часе езды от Морелии находится эпицентр Дня мертвых – остров Ханицо. Самые яркие и традиционные гуляния проходят именно там. Но чтобы добраться на остров, мне нужно поменять транспорт. Вот она, моя ласточка. Обычно в лодку набивается 50 человек, которые платят по $4 в обе стороны. Но я арендовал ее всю за $674. Смотрите, остров Ханицо видно издалека. Вон, большой индеец из белого камня призывно машет рукой всем, кто приплывает на остров. Ханицо
крохотный остров посреди озера. На нем, как в лесном муравейнике, живут 2500 человек. На острове уже не важно, богатый ты или бедный. Наверх все равно идти пешком. Жители острова Ханицо – индейцы Пурепича. У них свой язык, свой календарь, свой Новый год. В День мертвых на главной площади Пурепича устраивают гуляния, посмотреть на которые приезжают туристы со всей округи. Я знаю, что это такое. Это танец стариков. И они так не призывают повышение пенсии, а призывают хороший урожай. Ну, во всяком случае, раньше так было. А сейчас развлекуха для туристов. Раньше этот танец исполняли шаманы, и он вообще имел такое сакральное значение. Со временем этот танец превратился в стёб над испанскими колонизаторами. Индейцы делали смешные маски белых и дразнили их, мол, вот как быстро они стареют и как нелепо выглядят в старости. О, вот эти деревянные подошвы называются гуарачес. Сейчас бы как раз ими и буду гуарачить, что есть силы. Готов? Может показаться, что это не накрашенная Алина. Не, это я, Антон. Попали в темноделе! А, туда? Я ничего не вижу, ничего не вижу. В них даже идти тяжело, не то что стыповать. Они еще умудряются какие-то ритмические рисунки сделать. Я так быстро не могу! Старички! Ой, боже! Я в костюме деда, и сразу хочется как-то даже самому стать дедом. Наркоманы, проститутки. Ох уж этот ваш драм-н-бейс. Да как ты это делаешь? Все, я не могу. Ой, это супер танец. Оба! Фу! Ансамбль имени маленькой пенсии из крышенного танца имени Антона Зайцева. Ну, я понимаю, это тяжелющий труд. Они же так каждый день. Мы танцуем каждый божий день. 5 минут танцуем, 5 отдыхаем. И так с утра до 9 вечера. До самой ночи. Но это старинный танец наших предков, и поэтому мы гордимся им. Этому танцу меня научил мой отец, а его научил мой дед. Теперь я учу танцевать вот этих малышей, моих внуков. А мой сын играет на виуэле. Это еще раз показывает, насколько мексиканцы сильные мужчины. Потому что я такая вроде молодушка, но потанцевала 2 минуты, и я хочу сказать, нормально убиваешься, потому что не можешь надышаться воздухом, а они все танцуют. В общем, респекто. Самое громкое событие Дня мертвых – мега-парад Катрины. До него осталось всего пара часов, и все полным ходом готовятся к шествию. Центральная площадь Морелии превратилась в одну гигантскую гримерку. Здесь абсолютно все – женщины, мужчины и дети терпеливо ждут, пока их лица покроют слоями краски. Все наносят традиционный макияж калавера, то есть череп.
Задача калаверы – не напугать окружающих, а наоборот – выразить уважение мертвым и поднять настроение живым. Поэтому рисованные черепа украшают блестками, стразами и яркими красками. Конечно же, я тоже хочу этот адский макияж. Это все такой классный маскарад. И когда еще, если не сегодня, можно позволить себе так подурачиться, разукраситься, это очень клево. Окей, yes, I'm ready. Удовольствие не бесплатное, стоит $12. Но это же праздник! Красят специальными щадящими красками на основе вазелина и глицерина. В принципе, в 9 классе я приблизительно вот так красилась. Мне хотелось быть очень красивой. Тебе тальком прям губкой вбивают весь макияж, так, чтобы продержалось все празднование. Лишний тальк смывают водой. А вы точно визажист? Aplausos para ustedes. Gracias. На острове Ханицио тоже все готовятся к кульминации Дня мертвых – праздничному концерту индейцев Пурепича. Туристы рассаживаются на дешевые скамейки, ну а я уже занял себе место в VIP-секторе. На озеро Пацкуара выплывают рыбаки со своими легендарными сетями-бабочками. Все это выглядит очень красиво, пока ты смотришь через объектив с 20-кратным увеличением. Но из зрительного зала хоть глаз выколи. Огни села вдалеке выглядят гораздо эффектнее, чем огни рыбаков. После рыбаков на сцену вышли музыканты мариачи. И потом индейцы исполнили свой традиционный танец рыб. У нас в начальной школе был хореограф. Чувствую ее рук дело. И в завершении вечера местный оркестр. Не, ну, ребята стараются. A spooky, scary fright. Классно, скажи. Теперь я буду выглядеть так всегда. Все, веселиться! Вечером тихая Морелия может дать фору шумному Рио-де-Жанейро во время карнавала. Capito. Главный проспект перекрывают, и со всего города сюда, к кафедральному собору, сползаются тысячи людей. Non capisco. Сейчас все они станут частью грандиозного парада мертвых, посвященного главному символу праздника – скелету Катрине. Ребята, уже все началось! Там просто сотни ходячих мертвецов. Такие красивые костюмы. У каждого есть грим, макияж. Ой, так классно. Я хочу туда. Надо как-то пробраться. Идем. Как это здорово! Мы пробрались прямо в эту центральную линию, где происходит сам маскарад. Масштабный праздник. Тут и парочки, и семьи,
И целые предприятия, школы, университеты, все готовятся к этому целый год. Представляете, чтобы 2 дня продемонстрировать свои костюмы, макияжи, задумки, потому что каждый костюм выполнен в какой-то тематике. Каждая команда готовит номер со своим сюжетом и смыслом. Например, эти студенты показывают, как отмечали День мертвых их предки – ацтеки. Кошмар какой! Он прям держит настоящее сердце. Тот момент, когда рука и сердце настоящие. Посреди проспекта установлена сцена с прожекторами. Если у тебя красивый костюм, можешь почувствовать себя звездой и красиво продефилировать перед публикой. Ну не сдержалась я, тоже хочу пройтись по подиуму славы. Опа! Ой, чувствую себя королевой Англии. Это даже круче, чем выпускной, ребята. Обалденно. Выступление еще далеко не закончилось, а у многих зрителей уже потухли свечи, у некоторых потухли глаза и потухло желание все это смотреть и слушать, а многие просто встают и уходят. Пошел дождь, и День мертвых плавно превратился в День мокрых, но ребята самоотверженно дорабатывают шоу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Прямо сейчас начался сильный ливень. Что делать? Я не знаю, какая из этих дам принадлежит этому кавалеру. И кто на меня сейчас смотрит косо, но надо было как-то выкручиваться из ситуации. Макияж потечет и все. Да и он не против, в принципе. На остров Ханицу едут не за праздничным концертом, а чтобы зайти на маленькое местное кладбище. В эту ночь тут происходит магия. Встречаются 2 мира – живых и мертвых. По поверью, с 1 на 2 ноября души усопших на пару часов приходят к своим могилкам, чтобы встретиться с родственниками. Этой сакральной встречи местные ждут целый год, поэтому ближе к полуночи все собираются на кладбище. Считается, что если не поставить усопшему свечку, то ему придется поджечь собственный палец, чтобы найти дорогу к близким. Поэтому в ночь мертвых все кладбище светится огнями. Фу. Да, я себе представлял эту магию немного по-другому. В ночь мертвых кладбище на острове напоминает станцию метро Крещатик в час пик. Просто ужас, сколько людей. Не думал, что проблема на кладбище будет в живых людях. Все толкаются, слепят друг друга вспышками фотокамер и ходят по могилам, как по тротуару. Ночь мертвых в Марилии проходит по тому же сценарию. Никогда не думала, что буду стоять в очереди на кладбище. Но вот, это знаешь, как будто бы завтра апокалипсис, и каждый пришел урвать себе лучшее место.
блин, вся в грязи. Ощущение очень странное, ребята, потому что тебя толкают со всех сторон, под ногами грязь, идет дождь. И люди, они постоянно фотографируются для соцсетей, пытаются пробраться как можно ближе к этим могилкам. И тут же сидят родственники, которые, общаются с усопшими, которые пришли к ним в этот день. И все как-то так странно, не знаю. I'm sorry. Hi. Привет, извините, меня зовут Алина. Алина. Привет, я Эо. Это ваша семья? Да, здесь покоится моя мама. А как вы относитесь к такому большому количеству туристов? Это нормально для вас? Конечно, это же хорошо. Вас не нервирует, не раздражает? Нет, мне нравится, что так много людей пришло в гости к моим родственникам. Интересно, потому что, как мне кажется, это такой интимный момент, вот как-то в нашей культуре, да, то здесь наоборот. Для них это праздник, веселье и большая такая встреча и родственников, и друзей, и соседей даже. Спасибо большое. Да не за что. Thank you. Ай, у меня вся юбка в грязи. Ола, Ола. Можно у вас кое-что спросить? Вы здесь ждете встречи с родственниками? Meet your family. Да, с моими родителями. How you... А как вы понимаете, что ваши родители пришли? Я ощущаю их присутствие в воздухе. Видите, ветер колышет свечи, но огонь не гаснет. Они здесь. Если я отвернусь, огонь потухнет. Я слышал, лучшее время встречать умерших в 2 ночи. Нет, наши родственники приходят в 12 ночи, когда день меняется на ночь. А как вы понимаете, что ваши близкие ушли? Они уходят с рассветом. Сейчас я чувствую их тепло. А когда они уйдут, повеет холодом. Вы знаете, вот вы сидите здесь, а вокруг столько людей. Вам это не мешает? Нет, я прихожу сюда уже 10-й год и думаю только о моих родственниках. Эта встреча делает меня счастливой. Вы представляете, вот это и есть настоящее чудо света. Человек в течение 10 лет, вне зависимости от топ-туристов, которые проходят здесь, в 21 веке сидит на кладбище и верит, что общается со своими умершими предками и чувствует, что они с ним рядом. Это действительно настоящее чудо света. Thank you. Muchas gracias. Не буду отвлекать ее от общения с близким. Muchas gracias. В 2 часа ночи, когда на мне не осталось ни одного чистого и ни одного сухого места, я вдруг вспомнила, что так и не нашла, где переночевать. Но добрые люди подсказали, что рядом с кладбищем есть хостел. Sorry. Ола. Свет же горит, почему никто не отвечает? Я просто околею сейчас, если честно. О, Оля! Can I sleep here? Yeah? Oh my gosh, thank you, señorita. Arriba? Хостел был занят, но приятная сеньора поселила меня в гостевую комнату за $28. Вот. Теперь у меня есть свой маленький алтарь в памяти моей прабабушки Юли. Если честно, все, что я увидела на празднике мертвых, меня глубоко впечатлило. Как люди бережно относятся к своим традициям, чтят все вот эти вот маленькие символы из года в год, рассказывают своим детям, с каким трепетом они украшают эти могилки, как это все красиво выглядит. И мне тоже хочется также вспоминать своих близких, которые ушли из жизни, но без слез, а с улыбкой. Вспоминать их и праздновать то, что они были с нами, то, что их частичка до сих пор есть в нас. Спасибо. Сейчас я покажу вам, что значит «доброе утро» по-мексикански.
Завтрак в Мексике – самый важный прием пищи. Традиционно он должен быть максимально питательным и калорийным, чтобы трудяги-мексиканцу хватило на целый день. Ну а в поле особой еды не найдешь. Что там, погрызть кукурузу или лизнуть кактус, но все не то. Поэтому к завтраку относятся очень серьезно. Сегодня мне Бог послал корунду со свининой, энчиладу с курицей, яйца бенедикт, учепа с бобами и напиток из маисовых зерен. Атоле. Приятного аппетита! Задушевные посиделки на кладбище с роднёй – это традиция маленьких деревенек и городов. В столице День мертвых празднуют с размахом, прессой и тысячами туристов со всего мира. Только человек с золотой картой может туда смотаться и стать частью главного парада мертвых в Мексике. Но пасаран, плевать, что идет дождь, это не остановит парад, главную кульминацию Дня мертвых. И пускай все смотрят вот так, кучкуясь под дождем, у меня есть VIP-ложа. Вот! Ну красота же! Перфекто! ¡Viva la vida! ¡Viva la muerte! Es un homenaje de músicos. На параде можно увидеть любые фантазии на тему смерти. Выходят тысячи людей в образе мертвецов. Целая колонна скелетов! Алина, вот, смотри, до чего вегетарианство доводит. На улицу выкатываются немыслимые черепомобили. Класс, смотрите, транспортное средство из черепов. В толпе шагают гигантские скелеты. Эй, амиго! Пожми мне руку. Я прикоснулся к смерти. Шествие грандиозное. Растягивается по главным проспектам Мехико на 4 километра. На самом деле, парад мертвых появился сравнительно недавно. Столетиями отмечали День мертвых без него. Но когда в 2015 году на экраны вышел агент 007 «Спектр», где главный герой Джеймс Бонд был в эпицентре мексиканского Дня мертвых, мексиканцы фильм посмотрели, лайкнули, обалдели, сказали, а что, так можно было? И стали вот так празднично отмечать День мертвых парадом. По сути, все, что мы сейчас видим, придумали голливудские сценаристы. А теперь небольшая ложка дегтя. Забросайте меня костями, но до карнавала в Рио-де-Жанейро тут как до Луны. Я видел, я знаю. Костюмы, платформы – все напоминает самодеятельность, и на многое тут рассчитывать не стоит. Но это только третий парад мертвых, так что, надеюсь, ребята подтянутся. День мертвых вдохновил не только голливудских режиссеров, но и создателей знаменитого скороносного мультика «Тайна Коко». Одна из его главных героинь – бабуля, которую звали Мама Коко. Оказалось, что у нее есть реальный прототип – женщина 106 лет, которая живет рядом с Морелией, и с ней запросто можно встретиться. Ух ты! Hola! I need Mama Coco. Окей? Смотри. Ой. Куда же мне здесь? Ой, как пахнет вкусно. Слушай, ехать далеко, надо менять позицию. Ой, боже мой. Фух. Залезла. Какой аромат, ребята, я сижу прям
цветочной корзине. Опа. Рюкзак первый. Оп. Gracias. Бабуля Коко живет в деревне Санта-Фе-де-ла-Лагуна. Это очень киношное место. Местные придумали себе, что именно с него художники Уолта Диснея срисовали городок, где и происходило действие мультика. Популярность к маме Коко пришла внезапно. Одна девочка посмотрела мультик и сказала, что ее бабушка супер похожа на маму Коко. Только вот уолт-диснеевцы говорят, что это не так, и что они свою бабулю придумали сами. Но посмотрите на эти два фото, и поймете, кто прав. Я думала, что я иду в гости к бабулечке. Знаете, чай попить, заглянуть, поспрашивать какие-то вопросы. А тут, посмотрите, целая очередь людей, которые хотят познакомиться с мамой Коко. И такой себе бизнес уже целый. Продается все из мультика, все в тематике Коко. Местным властям такая внезапная популярность сыграла на руку. В деревню хлынули туристы, а с ними и их денежки. Но бабуля не жалуется. Наоборот, старается прожить как можно дольше, чтобы и дети, и внуки, и даже соседи смогли заработать на ней побольше денег на будущее. Ну что, а вот и сама мама Коко, а точнее Мария Салут Рамирес Кабальеро. Все выглядит очень странно. Мама Коко сидит прямо за вот этой вот стеклянной дверью. Люди фотографируются сначала на фоне плаката, а потом подходят к этому стеклу, буквально вот так вот стучат, как в зоопарке, знаете, зверушкам, чтобы бабушка открыла глаза или как-то на них отреагировала, и быстро снимают видео, фоткают, абсолютно радостно реагируют на это, как на что-то невероятное. А там сидит просто бабулечка, старенькая бабулечка, и мне кажется, это очень непросто в таком возрасте принимать такое количество туристов даже вот так вот за стеклом. А я могу зайти к маме Коко? Мама Коко. Нет, сейчас нельзя, у нее очень хрупкое здоровье. 1-2 минутки, ну пожалуйста. Ладно, только быстро. О, спасибо, спасибо. Ола, мама Коко. Ола. Спасибо, что вы меня приняли к себе в гости. Мне очень-очень приятно. Очень-очень-очень. Ой. Все. Мама Коко меня благословила. Оп. Что надо делать, чтобы дожить до такого почтенного возраста? Это у меня все спрашивают. А ну-ка расскажите, что вы ели, что прожили столько лет? Я отвечаю, ну рыбу, фасоль, кактусы. А мне говорят, ну и мы будем есть рыбу, хоть она нам и не нравится. И зачем? Не надо так. Нужно делать, что нравится. В этом секрет. Мультик «Тайна Коко» видели во всем мире. Все ваши поклонники, и дети, и взрослые. Вам понравился мультик? Вам понравился ваш персонаж? Нет, я его не видела. Мультик? Да вы что? Вы так похожи на маму Коко. Очень похожи. Она его посмотрела совсем чуть-чуть, но уснула, потому что не привыкла долго смотреть телевизор. Какая самая главная мудрость жизни? Это семья. Да, спасибо, бабулечка, спасибо. Мы ездим по всему миру, смотрим чудеса, а самый взрослый человек в возрасте 106 лет говорит, что самое важное – это семья. Gracias. Muchas gracias, мама Коко. Я настолько пропитался атмосферой этого яркого, красочного праздника, что самому хочется стать частью этого большого парада. Секундочку. Ну и кто тут убийственно красивый? Дэдзай. Здесь. О! Опа! Все, ребята, дальше сами. Господи, вы выглядите такими живыми. Какой цвет лица? Мехико! Не перебарщивай со свеклой.
Страшно. Вот оно, исчадие зла. Такое маленькое уже оно. Ну, для тектоника ты не очень. Больше подвижности корпуса, ну. Оля! Вам понравился парад? О, у вас два лица. Вы были на параде от начала до конца? Да, мы шли без остановки 4 часа. А как вы попали на парад? Вы где-то регистрировались? Нет, я хожу в школу рисования. Там мы создаем вот такие маски для Дня мертвых. Нас пригласили участвовать, мы и согласились. Это ваша команда? Школа или университет? Мы танцевальный коллектив. Как долго вы готовились к параду? 6 месяцев. Ого, так долго? Что вы делали? Мы танцевали по 5 часов в день и репетировали нашу постановку. Можете показать, как вы танцевали? Опа! Давайте вместе. Ансамбль мертвецкой пляски. 1, 2, 3, go! And you? Да, друзья, ваши родные могут вами гордиться. Я уже 2 дня провел в режиме праздника и не перестаю удивляться. До чего же загадочна мексиканская душа? Смерть для них — повод для радости. Что для вас День смерти? Это время танцевать, это праздник. Смерть — это на самом деле жизнь. Когда умирает растение, оно дает жизнь животному. Когда умирает животное, оно дает прожить человеку. Что для кого-то смерть, то для другого продолжение жизни. Мы это понимаем, поэтому смерти не боимся. Ты жив, пока о тебе помнят. Мы не забываем своих родственников, а значит, они всегда с нами. Теперь вы понимаете отношение мексиканцев к Дню мертвых. Почему они такие счастливые? Потому что смерть для них – это не конец, это лишь продолжение жизни. Давай! Желаю на эти $100 живым кутнуть так, чтобы позавидовали мертвые. Бутылку прячу в Морелии на площади Кармен. Ищите ее в дупле большого раздвоенного дерева. День мертвых — это и правда чудо света. Я прикоснулся к смерти. По сути, ты находишься на грандиозных поминках. Никогда не думала, что буду стоять в очереди на кладбище. Но люди здесь не говорят шепотом и не ходят с траурными лицами. Это событие отмечают с улыбкой и размахом. И знаете, у мексиканцев есть чему поучиться. Все, веселиться! Они радуются каждому дню. Даже если это день смерти. Смерть для них – это не конец, это лишь продолжение жизни. Давай! Оп, композиция «Остатки праздника». Хорошо, я у мамы ландшафтный дизайнер. Все, и вот так. А? Ух ты! Здравствуй. Привет! Я всю голову сломал, чтобы сделать тебе такой романтичный подарок. Смотри, цветы, свечи, заодно и с дедушкой познакомлю. С дедушкой. Давай улыбочку. Улыбочку. Ну, мне больше вот лицо. Зачем? Ой, ну никто не знает, чем закончится наше путешествие к следующему чуду света. А я бы хотел увидеться. Тем более, что мы отправляемся к пирамидам Майя. Интригует. До встречи на следующем чуде света. Пока. По-моему, оператора Олежку подожгли.